Ребят, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Сегодня мы будем говорить с вами про один из самых долгожданных смартфонов 2022 года. Это компактный флагман Xiaomi 12. И еще до того, как я начал пользоваться этим смартфоном, еще до того, как я получил его в руки, я уже заранее его хвалил. Потому что я ждал смартфон, который будет не лопатой, при этом который будет иметь крутую камеру, крутую начинку и будет по-настоящему флагманом. Без каких-то там урезаний, типа там Galaxy S20 Fan Edition, у которого вроде как это есть, а этого и нету. На моем канале уже выходил рассказ про более старшую версию Xiaomi 12 Pro. Я вот здесь оставляю ссылочку, переходите, посмотрите. Мало того, я уже сравнивал его и с iPhone, сравнивал его с OnePlus 10 Pro, и в целом с этим смартфоном я подружился. И поэтому я в предвкушении ждал, когда же обычный 12 появится у меня в руках, и вот он. И вы знаете, я с ним не смог подружиться. Прямо странно. Я очень хотел иметь смартфон, который я буду советовать вам, людям, у которых ладошки не такие здоровенные, как у меня, потому что, большое количество людей хочет иметь флагман, но не чтобы он был лопатой. И вот я не подружился с этим смартфоном. Несмотря на то, что он очень крутой, но у меня есть какое-то ощущение недосказанности. А вот что меня порадовало, это то, что смартфон не потеет. Да, камера не потеет. То есть наверняка в начале что-то было, но сейчас вопросов вообще никаких нет. И я уверен, что этот смартфон именно из первой партии. Хотя знаю, что многие из вас заказали себе смартфон с AliExpress, а потом от него отказались. После того, как узнали, что камеры потеют. Да, я вас понимаю. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! В первую очередь, друзья, хочу сказать такую штуку. Во-первых, это китайский смартфон. Вполне возможно, когда выйдет глобальная версия, я так понимаю, что это произойдет, может быть, через месяц-другой. Те вещи, о которых я сегодня буду говорить, они наверняка, будут либо пофиксены, либо вообще будут отсутствовать. Потому что, например, у меня не запускается часть приложения от Яндекса на этом смартфоне. Причем на 12 Pro у меня таких проблем вообще никаких не было, а здесь у меня были. Представляете, какая дурацкая ситуация? Мне звонит сын, у которого через 20 минут тренировка. И он говорит: папа, вызови мне, пожалуйста, такси. Сейчас, честно говоря, это так выглядит, как интеграция Яндекса, бог с ним. И я запускаю Яндекс.Гоу, а он не запускается. Получается, дурацкая интеграция, да? Хорошо, запускаю Яндекс.Гоу, не запускается. То есть у сына через уже 15 минут начинается тренировка, но мы обычно приезжаем так прямо впритык, и я не могу ему вызвать такси. Сын находится дома, я нахожусь на съемках, и все это происходит при помощи вот этого смартфона Xiaomi 12. И мало того, это не первое приложение, которое я не мог запустить. Например, я не мог запустить приложение 5Post. Это то приложение, при помощи которого вы отслеживаете, какие посылки к вам идут и когда их надо забирать. И я такой: в смысле я не могу запустить? Знаете, я порылся на FOPDA, я покопался в настройках, может быть, у меня какие-то разрешения не даны и так далее. Нет, просто не хотят запускаться. И это меня, честно говоря, напрягло. Мало того, здесь понятное дело, что есть NFC, но я не смог настроить NFC, я не смог расплатиться этим смартфоном ни в одном магазине. И дело даже не в том, что когда я подношу смартфон, у меня не срабатывает кошелек, потому что надо зайти в настройки NFC и поменять кошелек. Нет, не поэтому. Я даже когда добавляю карточку, он мне говорит: банк ваш не отвечает, вы типа там с ним свяжитесь и решите, в чем вопрос. А это был Сбербанк. Еще одна интеграция, да? Причем у меня никаких вопросов не было с 12 Pro, а здесь это есть. Короче, поэтому я не подружился немножко с этим телефоном. А еще он очень горячий. Очень горячий. Просто горячее, опять же, чем 12 Pro. Мне кажется, я уже отбил у вас, на самом деле, все желание смотреть видос про этот телефон. Но давайте так, я вам сейчас расскажу и про хорошие вещи, и вы обязательно посмотрите еще на других техноканалах рассказы про Mi 12, потому что в целом это тот телефон, еще раз скажу, который мы сильно ждали. Небольшой флагман. По большому счету, ведь небольшие флагманы, они практически вымирают. Есть Xiaomi 12, но он там еще пока на китайском версии. Есть Galaxy S22 или Galaxy S21, там диагональ 6,1 дюймов, это еще меньше флагман. Есть Asus, да, соответственно, Zenfone маленькие, вроде бы и все. Ладно, давайте о хорошем. Во-первых, это Xiaomi 12, это флагман. Соответственно, внутри есть абсолютно максимально топовая начинка. Здесь и крутейший экран, который отображает 1 миллиард цветов. У него по бокам есть небольшие закругления. Мне это нравится. Мне нравится, когда есть не экран водопад, а нет, небольшие закругления, которые дают такое ощущение, премиальности. Потому что в Android сегменте именно так. Все смартфоны, у которых есть небольшие закругления, это флагманские. Причем такие топовые флагманские решения. Он хорошо лежит в руке. У него толщина 86 мм, а вес всего лишь 179 граммов. Сзади приятная матовая крышка. Понятно,
понятное дело, что это стекло, по бокам алюминий, корни Gorilla Glass Victus и там у нас музыка, стереодинамики Harman Kardon, и это написано наверху. Также есть инфракрасный порт. Хорошо, что сюда не вернули 3,5 мм джек, а то вообще был бы ахтунг. Плюс в комплекте есть зарядка, она на 67 Вт, она заряжает смартфон за 40 минут от 0 до сотни, а сам аккумулятор здесь на 4500 мАч. Здесь еще есть быстрая зарядка на 50 Вт, это тоже заряжается смартфон меньше часа, и еще есть реверсивная зарядка, можете класть сверху гаджеты и заряжать. Но давайте вернемся к экрану. Он очень яркий, 1300 нит в пике, он очень контрастный, это OLED-экран, поддерживает 120 Гц. Если вы не очень любите OLED и AMOLED из-за шима, вы можете включить функцию DC-Dimming. Правда, тогда у вас частота со 120 автоматически свалится до 60. Причем, что самое интересное, Realme дают возможность включить DC-Dimming и использовать 120 Гц, а Xiaomi почему-то не могут. Как я уже сказал, здесь классные динамики, они отлично звучат, а разблокировка по лицу происходит здорово, а вот к сканеру отпечатков у меня есть вопрос. Во-первых, он работает не очень быстро, а во-вторых, его почему-то сместили вниз. Это прям очень забавно. В прошлом году OnePlus и Realme выпускали свои смартфоны и почему-то сместили сканер отпечатка пальцев немного ниже. И все об этом говорили, как плохо, что сканер внизу. Xiaomi тогда выпускали нормальный смартфон. Но в этом году Xiaomi решили выпустить телефон, у которого сканер ниже. Как это работает, я не знаю. Типа они хайпануть решили или что. Естественно, работает Always On Display, на котором отображается информация, входящие сообщения, его можно настраивать по-всякому. Плюс разблокировка по лицу тоже работает хорошо. Вот я сейчас просто взглянул на него, и он разблокировался. Классно. Тонкие рамки по бокам и нижний подбородок чуть-чуть больше, чем все остальное. Короче, в руке лежит кайфово. Но единственное, он нагревается. Ну вот реально, я вот запускаю Antutu или игры, и из-за того, что у нас все-таки смартфон-то металлический, это прямо очень сильно чувствуется. Первый прогон Antutu, 944 тысячи баллов, 40 градусов нагрева. Да, Snapdragon 8 Gen 1, очень, конечно, горячий чип, но Motorola X30, который тоже на нем же, гони нагревается до 30 градусов, а этот до 40. Я прогоняю второй раз, во-первых, у меня падение уже 908 тысяч баллов, а во-вторых, нагрев до 46 градусов. Но Motorola лишь набрала 30 с чем-то градусов. Короче, это очень горячий смартфон. И поэтому, конечно же, я вам рекомендую использовать его в чехле. Во-первых, не дай бог он упадет, вы очень долго будете менять китайскую матрицу и китайский задник, но, во-вторых, гораздо комфортнее его держать в чехле. Кстати, я же не сказал, откуда я его раздобыл, ведь в России он не продается. Мне его дал мой товарищ Сашка с канала «Пользы нет». А Сашка купил его по какой-то очень хорошей цене на Алиэкспрессе. И Сашка вот эти прикольные предложения постит у себя в телеграм-канале. Я внизу оставляю ссылочку, переходите, посмотрите. Если вы прямо любите покупать товары с Алиэкспресс, не паритесь по поводу того, что они идут какое-то время, но хотите выгадать по цене, то вот тут есть очень хорошее предложение. Ну а, конечно, если вы не хотите покупать смартфон за 70-80 тысяч рублей с Алиэкспресса, я вам рекомендую обратиться к моим друзьям от компании Цифрус. Я с ними сотрудничаю уже практически 2 года, очень хорошие ребята, и цены дают хорошие, и доставка по всей России, и ассортимент крутой. Есть редкие смартфоны, Mi 11 Ultra, Pixel 6 Pro, Sony, Samsung на Snapdragon и так далее. Тоже внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Кстати, если перейдете по ней и сделаете покупку, вам будет подарок. К операционной системе, конечно же, у меня вот есть вопросы. И еще раз скажу, это китайский смартфон. Здесь стоит 12 Android и 13 MIUI. У меня часть приложений не запускаются. Они просто вылетают, они не сообщают про ошибку, они просто раз и не запустились. Мне не получилось их пока еще запустить. Это для меня проблема. Но больше всего, знаете, меня что расстраивает? Что я беру в руки Realme GT 2, и я чувствую, что он работает лучше. Ну, то есть я пользуюсь сначала одним смартфоном, потом другим, оба флагмана, причем GT 2 на 888 Snapdragon, и я чувствую, как он гораздо легче работает, как он легче и чуть-чуть быстрее запускает приложение, как он быстрее работает с операционной системой. Да, безусловно, у Realme UI вообще очень круто вылизано и работает шустро вот на всех вообще Realme, что дорогих, что недорогих. И тут мне кажется, что здесь Xiaomi со своей 13 MIUI, может быть, где-то перестарались, может быть, до конца не оптимизировать. Ну, короче, не работает она так плавно, шустро и кайфово и легко, как в Realme. Я думаю, что, друзья, точно здесь надо подождать все-таки глобальную версию. Я надеюсь, что она у меня будет, и я вам, конечно же, о ней расскажу. Кстати, друзья, ведь на российском рынке появился Huawei P50 Pro. Наконец-то, на Snapdragon. Глобальная версия, не та китайская, про которую я рассказывал в августе, поэтому совсем скоро будет большое количество сравнений. Вы, кстати, просили сравнить Huawei
с Samsung Galaxy S22? Это будет. Я думаю, что можно сравнить с Xiaomi, с OnePlus, и будет, в принципе, рассказ о том, что же себя представляет P50 Pro на Snapdragon в России. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, не пропустите. Ну вот если вот забыть про приложение в целом, во всем остальном смартфон, конечно, работает очень классно. По всем коммуникациям отлично. 6-й Wi-Fi есть, Bluetooth версии 5.2, поддержка высококачественных кодеков. И я хорошо слышал собеседников, меня все хорошо слышали. Я не заметил каких-то проблем с датчиком приближения. Но тут, знаете, у кого-то они есть, у кого-то их нету. Единственное, что расстраивает, это снизу у нас USB-порт, и он в версии 2.0, соответственно, он медленный. А вот аккумулятор в целом работает хорошо. 21 час 53 минуты проработал смартфон, 16% еще осталось, и 4,27 часа проработал экран. Соответственно, он вытянул бы и 5 часов тоже. Или вот, например, смотрите, 14 часов проработал смартфон, 5 часов 49 минут проработал экран, остается еще 4%. В общем, можно смело говорить, что 5-6 часов работы экрана этот смартфон будет вывозить. Это отличный результат. Для флагмана на таком горячем Snapdragon, конечно же, да. Что касается тротлинга, он, конечно же, присутствует. Прямо сейчас вы видите скриншоты. Я не могу сказать, что это какая-то критичная штука, но, безусловно, на каких-то играх она отображается. Да, я небольшой поклонник Genshin Impact, и там залипать сильно не люблю, поэтому для меня играется нормально. Я больше люблю Call of Duty. Там, конечно же, все отлично, выставляешь максимальные настройки и погнали. Естественно, будет большое количество апдейтов прилетать сюда, и будут фикситься вот эти всякие моменты, связанные с тротлингом, нагревом, неотображение 120 Гц там в играх или еще что-то. Это все будет, но попозже. И, наверное, еще раз скажу, лучше ждать глобальную версию. По камерам ситуация такая. Основная на 50 мегапикселей, это Sony IMX766. Вы сейчас видите сравнение 12 и 12 Pro. Фотки получаются разные. Они немножко разные получаются по цветопередачи. Они разные получаются по балансу белого. Они немножко разные получаются по засвету. Что касается ширика, кстати, он на 13 мегапикселей, апертура 2.4. Макрообъектив на 5 мегапикселей, апертура 2.4. У нас еще есть фронтальная камера, она на 32 мегапикселя. В целом, вы знаете, я смотрел уже достаточно большое количество рассказов других ребят с техноканалов по поводу камеры, и многим она нравится. А мне кажется, что она слишком засвечивает. Ну вот реально, я делал сравнение с OnePlus 10 Pro, и большое количество фотографий ярких объектов в вечернее время и ночное время засвечены. То есть там фонари, еще что-то прямо засвечено. И вот только принудительное включение режима HDR периодически спасает. Ну, либо надо, в принципе, делать фотографию в ночном режиме, тогда тоже, возможно, сцена исправится. Но вот если так, достал, сфотографировал, мне не очень нравятся результаты. А многие говорят, что хорошо. Многим нравится даже больше, чем OnePlus 10 Pro. Я тут, конечно же, не соглашусь. При том, что, конечно же, камера Xiaomi хорошая, и опять же сюда будут прилетать обновления, плюс сюда можно накатить Google камеру. А если вы не знаете, как накатывать Google камеру, я внизу оставляю ссылку на наш телеграм-канал. Именно там мы помогаем вам накатывать Google камеры. Заходите, подключайтесь. Нас уже там практически 16 тысяч человек. Мы помогаем вам устанавливать Google камеры на ваши телефоны. Переходите. Еще, конечно, мне очень нравится Vibra. Оно причем как будто бы чуть более слабое, чем на 12 Pro, но тоже хорошее. И знаете, что интересно? На Xiaomi 12 хорошая Vibra, на OnePlus 10 Pro хорошая Vibra, а, например, на новом Samsung Galaxy S22 и даже 22 Ultra так себе, честно говоря, Vibra. Почему так получается, не знаю. Почему у китайцев выходит сделать хорошее Vibra, на iPhone тоже, а у корейцев не получается, сложно сказать. Но по ощущениям очень приятное. Короче, друзья, по телефону сложная ситуация. Вроде как я хотел вам его рекомендовать к покупке, ну, по крайней мере, не китайскую версию, а глобальную версию. А вроде как и не могу, потому что, ну, не запускается приложение, я не смог это вылечить, я не смог расплатиться бесконтактным способом. Считаю, что так не должно быть. Либо у меня руки кривые, либо что-то с телефоном не так, либо с прошивкой что-то не так, не знаю. Ну, в общем, вот такая вот история, друзья. Что вы, друзья, думаете по поводу нового Xiaomi 12? Ведь есть же еще Pro-версия, а есть еще версия X. Я, кстати, про нее не рассказывал. Если нужно сделать про нее рассказ, если нужно ее сравнить по фото и видео с другими телефонами, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, а вам говорю огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. У меня впереди много сравнений. Galaxy S22, сравнение Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 11 Ultra, ну и так далее. Короче, много всяких разных видосов. Подпишитесь и поставьте колокольчик. Ну и самое главное, конечно же, не болейте. Всем вам счастливо и пока.